Харе Кришна. Srila Prabhupada ki jai. So, yesterday I said I would speak on Prabhupada's travels. This is 50 years, of course, since he first set out. I was fortunate to be with Prabhupada on his last world tour, so I'm going to speak about that. Вчера мы упомянули о том, что мы сегодня поговорим о последнем путешествии Шрилы Прабхупады, в которое я попал в 1975 году. Это будет посвящено 50-летию того, как Шрила Прабхупада приехал в Америку. So I mentioned, at least last night, we got up to Prabhupada's visit to Kurukshetra. Вчера мы дошли до визита Шрилы Прабхупады на Курукшетру. So after spending the day there at Brahma Sarovar and then Jyotisar, после того, как мы провели день на Брахма Сароваре и затем в Джотисаре, we were driving back to Delhi. It was about a 3.5 hour trip. Мы ехали назад в Дели. Это было путешествие, которое заняло 3 часа приблизительно. Prabhupada made a couple of telling comments. Шрила Прабхупада в это время сделал несколько таких утверждений. Because Kurukshetra is the place where Krishna spoke Bhagavad Gita. Конечно, Курукшетра — это место, где Кришна поведал Бхагавад-гиту. And even before that, it was famous as a place of pilgrimage. И даже до этого события это место было известно как место паломничества. So this man, Golzarilal Nanda, who was doing this huge operation for refurbishing, if you like, especially the Brahma Sarovar area. И вот этот человек, Голзарилал Нанда, который занимался восстановлением этого места. So they spent over, in those days it was a lot of money, at least 1.5 crores, which was about $1.5 million. Они потратили на восстановление, на ремонты всякие, где-то $1,5 миллиона. And they put in new roadways, they put in bathing areas, they put an Ayurvedic clinic. Они сделали там дороги, они сделали места для омовения, они также построили аюрведическую клинику. Prabhupada also visited the university there. Шрила Прабхупада также посетил в этом месте университет. But as Prabhupada said when we left, he said they spent so much money, but they haven't established one single deity of Krishna. И, как я уже говорил, когда мы уезжали, Шрила Прабхупада сказал, что несмотря на то, что они потратили такое огромное количество денег на все восстановление, они не установили даже ни одного божества Кришны. In fact, when we first arrived there, one of the first things that we saw was a monument. На самом деле, первая вещь, одна из первых вещей, которые мы там увидели, это был просто скульптура. It was a 15 feet high statue. Это такая огромная статуя, 50 футов в высоту. Of Golzarilal Nanda. И эта статуя была вот именно Голзарилал Нанды, этого человека, который занимался. But no deity of Krishna. Но там не было ни одного божества Кришны. And this man had set up a trust called the Manava Dham Trust. Manava. И этот человек, он создал организацию, которая называлась Манава Дхарма Траст. It means the religion of man. Это означало, что это религия Мана. So Prabhupada said they call it Manava Dharma. Шрила Прабхупада сказал, они называют это Манава Дharмой. I call it Pashu Dharma. А я назову это, что настоящее название Пашу Дхарма. Pashu, of course, means animals. И Пашу это, конечно, означает животные. So he wasn't very impressed. Поэтому он не был слишком впечатлен. But he did say that we should have that 2 temples, one in Brahma Sarovar. Но Шрила Прабхупада, тем не менее, упомянул, что у нас на самом деле должно быть 2 храма. Один храм на Брахма Сароваре. Of Krishna, Balaram and Subhadra. С божествами Кришны, Баларама и Субхадры. And then also in Jyotisar he said we should have a Krishna Arjuna temple.
И Шрила Прабхупада сказал, что в Джотисаре нам нужно создать храм Кришны и Арджуны. And Chaitya Guru, he was a local devotee. He was given the task of trying to get them to give us free land so that we could build the temples. И Чайтя Гуру это был преданный, достаточно уже зрелый, которому была поручена задача получить землю для того, чтобы мы смогли построить храм. And Ambarish Prabhu, as I mentioned, he gave $150,000 towards the establishment of Prabhupada's planned Varnashram College. И, как я уже упомянул, Амбариш Прабху, он пожертвовал $150,000 для того, чтобы основать этот проект, который задумал Шрила Прабхупада о Варнашраме, колледж Варнашрама. So although there was a lot of interest expressed by the local people for ISKCON coming into the area, actually nothing happened for many years. И несмотря на то, что многие люди были заинтересованы в том, чтобы ИСККОН как-то начал свое влияние в этом месте, тем не менее в течение многих лет ничего не происходило. And I had an interesting experience about 11 years later. И где-то 11 лет спустя у меня был очень интересный опыт. I was traveling on the train, I think, from Delhi to Calcutta. Я путешествовал поездом из Дели в Калькутту. And there was one gentleman that was sharing the cabin with me. И один джентльмен, он разделял вместе со мной купе. So we started talking. И мы начали разговор. And then he mentioned he was from Kurukshetra. И этот человек упомянул, что он из Курукшетры. So I told him, oh, I've been there. I was there with my Guru Maharaj. И я сказал в ответ, что я был там на самом деле вместе со своим Гуру Махараджем. And he immediately said, yes. He said, you know why you didn't get any land in Kurukshetra? И немедленно этот человек, он сказал, вы знаете, почему вы там так и не смогли получить никакой земли? I didn't ask him. I never mentioned it. Я даже не задавал ему такого вопроса, я вообще не упоминал ничего подобного. But he immediately volunteered the information. Но он немедленно, просто добровольно преподал эту информацию. He said, because those people at the university were blocking you. Он сказал, что потому что эти люди из университета, они блокировали все ваши шаги там. So the person that was doing the most to preach Bhagavad Gita all around the world, потому что первое, это то, что мы хотели, это проповедовать Бхагавад-гиту по всему миру. was being blocked by the people that were living in the place where it was spoken. То есть проповедь Бхагавад-гиты по всему миру была блокирована людьми с того места, где она была поведана. Anyway, that's another story. То есть, в любом случае, это другая история. But we drove back to Delhi. Но мы вернулись назад в Дели. And then the next morning we were due to drive to Vrindavan. И на следующее утро мы должны были отправиться во Вриндаван. So I mentioned that I'd been added to the party just for the purpose of giving Prabhupada his daily massage. И, как я уже упоминал, меня добавили к группе сопровождения Шрилы Прабхупады только лишь с той целью, чтобы я делал ему массаж. And Haре Krishna was at great pains to impress upon me that I was not part of Prabhupada's personal entourage. Харе Кришна, он очень сильно пытался дать мне ясное понимание того, что на самом деле я еще не являюсь частью группы сопровождения Шрилы Прабхупады. I guess he had good reason. И я думаю, у него была на это хорошая причина. In not wanting me on the party. Почему он не хотел, чтобы я был частью этой группы? Because a couple of months before, during Janmashtami, потому что за несколько месяцев до этого, во время Джанмаштами, Prabhupada had been visiting Vrindavan. Шрила Прабхупада посещал Вриндаван. And Haре Krishna had seen me in action as the temple commander there. И Харе Кришна, он увидел меня в действии в качестве темпл-командера. And he got this impression of me as being this wild, ferocious person. И у него создалось впечатление обо мне, как о таком очень несдержанном и очень гневном, злом человеке. I was a kind of a frantic person.
я был человеком, который вызывал страх. There were a couple of incidents that happened that convinced him this man is a madman. И было несколько случаев, которые убедили его в том, что я немножко сумасшедший. So when we left Delhi to go to Vrindavan, И когда мы покинули Дели для того, чтобы отправиться во Вриндаван, Haре Krishna made it clear that once you can travel with us back to Vrindavan, but that's it, then you're finished. и Харе Кришна, он сделал все, чтобы было ясно, понятно, что я путешествую только лишь до Вриндавана и вместе с ними, и на этом мое сопровождение Шрилы Прабхупады заканчивается. And I've already arranged for another person, Prabhupada Das, to be Prabhupada's Masul whilst he's in Vrindavan. И я уже договорился с одним преданным, Притхупутра, которого звали Притхупутра, который должен был стать массажистом Шрилы Прабхупады. And he wasn't the only one that didn't want me on the party. И это был не единственный человек, который не хотел, чтобы я был частью этой группы. For other reasons, Gopal Krishna, he didn't want me on the party either. По другим причинам Гопал Кришна также не хотел, чтобы я был частью этой группы. And he told me, he said, you can travel back to Vrindavan with Prabhupada, but then you have to pack up your suitcase and get the next train to Calcutta, because I need a new temple president there. И он сказал мне, что, итак, ты едешь вместе с нами до Вриндавана, там ты пакуешь свои чемоданы и немедленно отправляешься в Калькутту, потому что мне нужен президент храма в Калькутте. So I didn't really mind. На самом деле, я не слишком беспокоился по этому поводу. I'd already done something which was beyond my wildest dreams. Потому что я уже сделал нечто, что превышало самые-самые невероятные мои сны. I got to massage Prabhupada and I got to travel with him. Я получил возможность делать массаж Шриле Прабхупаде. Я получил возможность путешествовать вместе с ним. And so I was happy, satisfied. И поэтому я был счастлив, я был удовлетворен. So anyway, we drove from Delhi to Vrindavan. Но так или иначе, мы приехали из Дели во Вриндаван. And as soon as we arrived, of course, Prabhupada greeted the deities, received Guru Puja and gave class. И как только мы прибыли, Шрила Прабхупада получил даршан божеств, он принял Гуру Пуджу и также дал лекцию. Then he left the temple and entered his quarters. И затем он вышел из храма и вошел в свои комнаты. He was followed by Hansadutta За ним зашел Хамсадута, and Gopal Krishna. Гопал Кришна. And then I was left standing at the door. И меня оставили стоять у двери. And Prabhupada, he was there. И Притхупутра был там уже. We were old friends. Мы все были друзьями. So Haре Krishna told him, now, Hari, sorry, you tell Prithu how to do Prabhupada's massage. Prithu, you come here at 11 o'clock and report for your duty. И Харе Кришна сказал мне, чтобы я сделал инструктаж Притхупутре, как делать массаж Шриле Прабхупаде. И затем он сказал, обратившись к Притхупутре, теперь в 11 часов ты должен прийти, чтобы исполнять свои обязанности. So whilst we were in Kurukshetra, Итак, когда мы были на Курукшетре, I'd made a mistake. я сделал одну ошибку. I'd cleaned up Prabhupada's belongings from the motel bathroom that we'd been staying in. Когда мы останавливались в гостинице, я убрал личные принадлежности Шрилы Прабхупады из его ванной. And Prabhupada always bathed from brass buckets. Шрила Прабхупада всегда принимал омовение, пользуясь такими медными ведрами. So he had dropped his gamsha inside one of the buckets. И Шрила Прабхупада, он оставил одну из своих гамч в таком ведре. And when I cleaned up, I didn't look there. И когда я убирал там, я не заметил этого. So first thing that I had to do when we got to Vrindavan was to go to
Loy Bazaar and buy a new gamsha. И поэтому первое, что я должен был сделать, когда мы приехали во Вриндаун, я должен был немедленно отправиться на Лой базар и приобрести гамчу для Шрилы So Прабхупады. I took Prabhupada with me on a rickshaw, Я взял Прабхупаду вместе с собой на рикшу. and we bought the gamsha. Мы купили гамчу. And on the way there and back, I was telling him everything that had happened in the last few days. И по дороге туда и назад я рассказывал ему обо всем, что произошло за последние несколько дней. Then when we arrived back, И затем, когда мы вернулись, we came through the side gate, which is just opposite to Prabhupada's quarters. мы зашли через боковые ворота, которые находятся прямо напротив комнат Шрилы Прабхупады. And as soon as we came into the temple area, И как только мы попали на территорию храма, Haре Krishna came out from Prabhupada's room, Харе Кришна вышел из комнат Шрилы and he Прабхупады. was looking very glum. И он выглядел достаточно угрюмым. And he said, I told Prabhupada that Prithu was going to be doing the massage. И он сказал, но я сообщил Шриле Прабхупаде о том, что Притупутра будет теперь заниматься массажем. And Prabhupada got angry. И Шрила Прабхупада разгневался. He said, no, why are you changing? И Шрила Прабхупада сказал, нет, почему это вы все время меняете? Harisari is doing okay. Харишаури справляется хорошо. And if you keep making constant changes, he said, I'm the one that has to be affected by that. И если вы будете постоянно менять что-то, то я буду тем, кто будет страдать от этих изменений. So, Haре Krishna looked at Prabhupada very apologetically. He said, I'm sorry. But Prabhupada said, Harisari has to continue. И поэтому Харе Кришна с таким извиняющимся выражением посмотрел на Притупутру и сказал, что я прошу прощения, но Шрила Прабхупада сказал, чтобы Харишаури продолжал делать. So Prabhupada immediately, of course, woo. Конечно же, Притупутра, он паник от этого. And I was, hey. А я просто был в восторге. So Haре Krishna told me, get your stuff and move in. И Харе Кришна сказал, ну что ж, ты победил. So I did that. И так я сделал это. And then his attitude changed. И после этого настроение поменялось. We were going to be there about 12 days. Мы были там приблизительно 12 дней. So he made me very welcome, showed me the layout of Prabhupada's rooms. И Харе Кришна, он стал очень доброжелательным ко мне, и он показал мне все в комнатах Шрилы Прабхупады. And showed me how to pack Srila Prabhupada's suitcase. И он также научил меня упаковывать вещи Шрилы Прабхупады в его чемодан. Where all his paraphernalia was kept. И также показал, где нужно держать все личные принадлежности Шрилы And Прабхупады. he also told us, he said, and Prabhupada said, not only should Harisari continue with the massage, he should be given the full servant's duties. Но Шрила Прабхупада на самом деле сказал, что Харишаури теперь должен делать не только массаж, но он также должен заниматься всеми обязанностями слуги. So that was another reason why Haре Krishna was a bit upset. Not upset, but glum. И это была еще одна причина, почему Харе Кришна помрачнел. Because it meant that half of the servant's duties that he was doing was now going to be done by me. Потому что те обязанности, которыми он занимался, теперь были переданы мне. And he knew that if you were on Prabhupada's party and you didn't have a full day's engagement, then he would send you out preaching instead. И он понимал, что если, будучи членом Шрилы Прабхупады, у него не будет занятости на целый день, то тогда его, скорее всего, отправят куда-то проповедовать. So he was in anxiety, thinking now I'm losing half my service, Prabhupada's going to send me away. Поэтому он был немного в беспокойстве, потому что он понимал, что сейчас, потеряв свои обязанности, это означает, что Шрила Прабхупада куда-то меня отправит проповедовать. Anyway, so a lot of things happened. Так или иначе, в то время произошло много всяких That событий. first day, I escorted Prabhupada after his lunch up onto his room on the roof of his quarters. И первый день я сопровождал Шрилу Прабхупаду, когда он поднимался на крышу своих апартаментов.
And as he entered the door, there was a mat on the outside. He said, "You sit there." И когда он вошел в дверь, там был коврик, и Шрила Прабхупада сказал: ты садись здесь. I'm going to take rest for an hour. И он сказал, что мне нужно где-то час или полтора. Then he gave me my first instruction. И затем он дал мне мое первое наставление. He said, "Now your only business is to be with me 24 hours." И он сказал: отныне твоя единственная задача – это быть со мной вместе 24 часа в сутки. So that was a nice instruction. И это было очень хорошее наставление. And so after a few days, I started getting very attached to the service. И через несколько дней я начал очень сильно привязываться к своему служению. And so then I consulted with Харе Кришна and Hansadutta. И я стал советоваться с Харикешей и Хамсадутой. Because the plan was that when Prabhupada left Vrindavan, he was going to Bombay. Потому что план заключался в том, чтобы, когда Шрила Прабхупада покинет Вриндаван, он должен был поехать в Бомбей. And Nitai Das was down there. He was a former servant. И там был Нитай Дас, который был предыдущим слугой Шрилы So Прабхупады. he was going to rejoin the party. И поэтому он должен был присоединиться вновь к нашей группе. So I still was not situated as the full, permanent servant. Поэтому таким образом получалось, что я еще не получил таких полномочий, что я его постоянный слуга. It was supposed to be just a couple of weeks in Vrindavan. То есть предполагалось, что я просто буду подменять слугу на несколько недель во время пребывания Шрилы Прабхупады во Вриндаване. So anyway, naturally I got very attached to doing the service. И поэтому естественным образом я очень привязался к своему служению. And one morning, Gopal Krishna, he was still constantly reminding me that you're the new temple president for Calcutta. И однажды утром, когда Гопал Кришна мне снова стал напоминать о том, что я новый президент храма в Калькутте, So don't get attached to being Prabhupada's servant. и он мне говорил: поэтому ты, пожалуйста, не сильно привязывайся к тому, что ты слуга Шрилы Прабхупады. And then Haре Krishna intervened. И затем вмешался Харикеша. He told Gopal Krishna, he said, Hari Sori is on Prabhupada's party now. И Харикеша сказал Гопал Кришне, что на самом деле Харишаури уже теперь член группы Шрилы Прабхупады. Yeah, Prabhupada's party is transcendental to any temple management. А группа сопровождения Шрилы Прабхупады была трансцендентна или вне всякого храмового менеджмента. So you have no authority. Поэтому у него теперь нет другого какого-то руководства. Anyway, after about a week, I consulted with the Hansadutta and Haре Krishna, and what shall I do? И так или иначе, через неделю я стал советоваться с Хамсадутой и Харикешей о том, что же мне теперь делать. So then they said, well, you should ask Srila Prabhupada. И тогда они сказали: тебе нужно просто спросить Шрилу Прабхупаду. And I said, well, I don't want to do that because, I don't want to bother Prabhupada's brain over my service. И я сказал: я не хотел бы беспокоить Шрилу Прабхупаду такими вопросами, как распределение моего служения. So then Haре Krishna said, no, but this is directly concerning Srila Prabhupada. You have to ask him. Но затем Харикеша сказал: нет, это непосредственно касается Шрилы Прабхупады, поэтому ты должен спросить его самого. So when I gave him his massage that day, I asked Prabhupada if I could. I explained that I'd become very attached to the service and I'd like to continue. И во время массажа в этот день я выразил свои сомнения. Я сказал Шриле Прабхупаде, что я, похоже, могу очень сильно привязаться к этому служению, и, если честно, то я бы хотел продолжать заниматься этим. And that Gopal Krishna wanted to send me to Calcutta to be the new president there. И я сказал о том, что Гопал Кришна хочет отправить меня в Калькутту, чтобы я стал там новым президентом храма. But I didn't feel that I was fit for that service. Но я не чувствую, что я готов или достоин
или у меня есть качество для того, чтобы заниматься этим служением. So Prabhupada's first response И первая реакция Шрилы Прабхупады was to ask me what level of education did I have. была такова, что он спросил, каков уровень образования у тебя есть. And could I speak any other language? Могу ли я говорить на каком-то другом языке? So I said, I just went to high school. I only speak English. И я ему сказал, что я только закончил, у меня есть высшее образование по американским стандартам, и я говорю только на английском. So then he said, call Haре Krishna. И тогда он сказал, позови Харе Кришну. So then when Haре Krishna came, И затем зашел Харе Кришна. Prabhupada told him, he said, so he wants to be my full-time servant. И он, Шрила Прабхупада сказал, обратившись к нему, что ну вот, он хочет быть моим постоянным слугой. He wants to travel with me. Он хочет со мной путешествовать. What do you think? Что ты думаешь по этому поводу? So, as I explained earlier on, Haре Krishna was quite strongly opposed to me being on the party. И как я уже объяснял, совсем недавно, до этого, Харе Кришна очень сильно противился тому, чтобы я стал частью этой группы. But now his mood had changed. Но сейчас его настроение поменялось. He said, no, Hari Sori should definitely be your permanent servant. И он сказал, да нет, Харе Шаури, несомненно, должен быть твоим постоянным, вашим постоянным слугой. Even if Nitai rejoins the party in Bombay, he'll get restless after 2 or 3 months and leave again. Потому что даже если Нитай снова присоединится к вам в Бомбее, через несколько месяцев он снова станет испытывать беспокойство, и он покинет вас. But Hari Sori can stay on the party and stay with you full time. Но Харе Шаури, он может оставаться в вашей группе, и он может оставаться в качестве полноценного слуги. So Prabhupada listened, he said, all right, very good. И Шрила Прабхупада послушал его и сказал, хорошо, очень хорошо. So that was it. I was now officially Prabhupada's full-time servant. И таким образом на этом все закончилось. Теперь я уже получил статус официально постоянного слуги Шрилы Прабхупады. But Krishna still had some tests in store. Тем не менее, мне предстояло пройти еще несколько испытаний. I guess to see whether I was really serious about doing the service or not. Я думаю, они были предназначены для того, чтобы испытать, насколько я был серьезен в своем намерении быть его слугой. Because the day came when we left Vrindavan, we went to Delhi. Потому что наступил день, когда мы вместе покинули Вриндаван и отправились в Дели. Then we were going to fly to Bombay the next day. Откуда мы должны были на следующий день лететь в Бомбей. So Prabhupada had been trying to find somebody to translate his books from English into Hindi. И Шрила Прабхупада в это время искал человека, который бы смог переводить его книги с английского на хинди. And he had advertised in the newspapers. И они сделали рекламу по этому поводу в газетах. So through the day, various people were coming and Prabhupada was giving them samples of his work and telling them to give a translation so he could check them. И в течение дня появлялись разные люди, и Шрила Прабхупада давал им различные отрывки из своих книг для того, чтобы те попробовали себя в переводе, представили свою работу. И он делал это очень тщательно. Because, as he said, 99% of India's population are all Mayavadis. Потому что, как он сказал, 99% населения Индии – это все майявади. So he was very careful that he gets somebody that wouldn't reinterpret Prabhupada's words in an impersonal way. Поэтому он был очень внимателен в том, чтобы кто-то не стал интерпретировать слова Шрилы Прабхупады в настроении майявади. So about 9 o'clock in the night, Итак, приблизительно в 9 часов вечера this knock on the door comes. в дверь постучали. Prabhupada had long finished his darshan. Шрила Прабхупада уже давно закончил все свои даршаны. And this man was there answering the advert in the newspaper. И в дверях стоял человек, который
пришел по объявлению в газете. And it turned out that he'd got his PhD on the subject of Chaitanya Vaishnavism. И так уж случилось, что он защитил докторскую диссертацию по теме вайшнавизм Чайтаньи Махапрабху. So Prabhupada was very interested. И Шрила Прабхупада очень заинтересовался этим. But he said, now it's so late, he said, there's not enough time to discuss. Но однако он сказал, что сейчас уже слишком поздно, и у нас нет времени для того, чтобы обсуждать это. And we're going to Bombay tomorrow morning. А завтра утром мы отправляемся в Бомбей. Can you come to Bombay? Могли бы вы приехать с нами в Бомбей? So the man said, yes, I can come. И этот человек сказал, да, я могу приехать. But I have no money. Но у меня нет денег. So Prabhupada told Hansaduta to call Haре Krishna. И тогда Шрила Прабхупада сказал Хамсадуте, чтобы тот позвал Харе Кришну. And when he came in, then he asked him, now what tickets do we have to Bombay? И когда тот зашел, Шрила Прабхупада спросил, какие у нас билеты есть в Бомбей. So Haре Krishna said, well, there's yours, there's Hansaduta's, there's mine, and there's Hari Sori's. И тогда в ответ на это Харе Кришна сказал, что есть ваш билет, есть мой билет, есть билет Хамсадута и есть билет Харишаури. So I was sitting right at the side of Prabhupada's desk. И в этот момент я сидел прямо возле столика Шрилы Прабхупады. And without giving me even a glance, he told Haре Krishna, so give this man Hari Sori's ticket. И даже не взглянув на меня, Шрила Прабхупада сказал Харе Кришне, ну хорошо, тогда дай билет Харишаури этому человеку. So Haре Krishna looked at me, kind of gave a shrug, too bad, hard luck. И Харе Кришна посмотрел на меня таким выразительным взглядом, и что типа, что поделать, и он отдал билет. And that was it. My ticket was handed over to the man. И вот на этом как бы все закончилось. Мой билет был передан этому человеку. So first thing in the morning, Prabhupada went out to the airport. Итак, первое, что произошло утром, Шрила Прабхупада отправился в аэропорт. I went out there with Tejas Prabhu, the temple president, to see Prabhupada off. И я поехал с Теджисом Прабху, который был президентом храма, чтобы просто проводить Шрилу Прабхупаду. And whilst we were at the airport, after they'd left, I went and purchased another ticket for myself with my own money. И когда мы оказались там, то я пошел в кассы, и я приобрел билет в Бомбей на свои собственные деньги. I took the next flight down. И я полетел следующим самолетом, следующим Which рейсом. got me there about midday. Что означало, что я приехал туда приблизительно в полдень. So I got a auto rickshaw to the Juhu Beach property. И таким образом я практически вовремя приехал на Джуху-Бич на рикше. I'd never been there before. До этого я не был никогда там. Prabhupada had a small flat at the back of the land. У Шрилы Прабхупады была маленькая квартирка в задней части нашего участка. So I found out where he was staying. И я разузнал, где Шрила Прабхупада живет. And I climbed the stairs up onto the third floor. И я поднялся по ступенькам и зашел на 3-й этаж. And I came into the entranceway of the flat. И я подошел ко входу в квартиру. And just as I did so, Srila Prabhupada came walking out from behind a small veranda where he'd just finished his massage. И как только я зашел туда, в этот самый момент Шрила Прабхупада вышел из задней двери, которая вела с его веранды. Он как раз только что закончил свой массаж. And he saw me. И он увидел меня. So he said, "Oh, Hari, sorry, you're here." И Шрила Прабхупада сказал: «О, Харишаури, ты здесь». All right, that's nice. О, хорошо, это здорово. And he went off to take his bath. И он пошел принимать омовение. Then Nitai comes in. He just finished giving Prabhupada his massage. И затем оттуда вышел Нитай, который только что закончил делать массаж Шриле Прабхупаде. And he says, "Oh, Hari, sorry, you're here."
И он сказал снова: «О, Харишаури, ты здесь?» He said, well, that's okay. He said, I can go back to Vrindavan. I want to, start the school there. И он сказал: ну, это хорошо, потому что я на самом деле хочу отправиться назад в Вриндаван. Я хочу там организовать школу. So I'm starting to think now, did I get this right? И я начал думать, я правильно все услышал? And then Harikesh comes through. И затем выходит Харикеша. He says, Harry, sorry, what are you doing here? И он говорит: Харишаури, что ты здесь делаешь? And then I realized that when my ticket had been given over, that they all thought, well, that's it, that's the end of Harry Sori's tenure on the party. И я тогда понял, что с передачей моего билета они все подумали, что на этом с этой историей, что Харишаури является слугой Шрилы Прабхупады, уже покончено. But I was so dull that I didn't realize that. Но я был настолько туп, что что до меня это не дошло. I just thought, well, okay, my ticket's been given away. I just have to get another one and continue on. Потому что я подумал, что ну ладно, мой билет передали, значит, мне нужно просто раздобыть другой билет и просто продолжать. Anyway, so that was it. I moved in, and then I ended up staying on the party for about 16 months. И так или иначе, это закончилось тем, что я снова присоединился к группе Шрилы Прабхупады, и я оставался в ней приблизительно 6 или 7 месяцев. So it wasn't an easy beginning. И так это было далеко не легким началом. Krishna tested me a couple of times. Кришна испытывал меня несколько раз. I guess to see if I was really serious or not. Я думаю, он сделал это для того, чтобы понять, насколько я серьезен. Sometimes being stupid can be very advantageous. Иногда быть тупоголовым или глупым – это очень большое преимущество. Anyway, so from Bombay, that was in mid-December. Итак, начиная с Бомбея, это означает где-то середина декабря. On January the 1st, 1976, Prabhupada traveled down to Madras. 1 декабря 1976 года Шрила Прабхупада отправился в Мадрас. Tamal Krishna Goswami flew in very early in the morning to be Prabhupada's secretary for the month of January. И Тамал Кришна Махарадж, он прилетел туда утром, чтобы быть секретарем Шрилы Прабхупады. And then we immediately went to Madras. И затем немедленно, после этого мы отправились в Мадрас. Prabhupada stayed for 2 days there. He did a Pandal program each evening. Шрила Прабхупада в течение 2 дней подряд проводил программы в Пандале по вечерам. They were very successful. И эти программы были очень успешными. It was in the biggest marriage hall in Madras. Это происходило в одном из самых больших залов для свадеб в Мадрасе. It was completely packed out, standing room only. И этот зал был полностью забит битком до отказа, и люди стояли буквально. So that was my first experience with Prabhupada doing a big pandal in India. И это был мой первый опыт того, как Шрила Прабхупада проводил большие такие программы в Пандале в Индии. On the second night, Так на вторую ночь, after we'd returned to this house that we were staying, то есть во второй вечер, когда мы вернулись из того дома, вернее, в тот дом, где мы останавливались, Prabhupada called Haре Krishna Шрила Прабхупада позвал Харикеша, because he was in charge of recording Prabhupada's talks and discussions and morning walks. потому что Харикеша отвечал за запись того, что Шрила Прабхупада говорил во время утренних прогулок и лекций. So Prabhupada told him, bring the tape recorder, play back my talk from this evening. И он сказал, принеси сюда магнитофон, и я хочу услышать заново свою лекцию сегодня вечером. And as he was listening, he started smiling. И по мере того, как Шрила Прабхупада слушал свою запись своей лекции, он стал улыбаться. Because at one point he was speaking very strongly.
Потому что в какой-то момент в этой лекции он говорил достаточно сильно. And he said, just see, he said, I call them all cats and dogs. И Шрила Прабхупада сказал, только посмотрите, я назвал их просто собаками. And they agreed. И они согласились. Yes, we're all cats and dogs. Да, мы все кошки и собаки. So Prabhupada, it was he was being very humble. И Шрила Прабхупада, в нем сочеталось вот это, он был, с одной стороны, очень смиренным. And even he was expressing his surprise at how he could speak so strongly and critically of people, and they were accepting it. И даже он сам удивлялся тому, как это ему удавалось говорить настолько тяжелые и сильные вещи прямо в лицо людям, и они принимали это. I saw him do that several times. И я видел, как Шрила Прабхупада делал это несколько раз. He'd speak very strongly. Он говорил иногда очень And then сильно. afterwards he would listen to himself and express surprise how he was able to do that. И затем, когда он прослушивал записи своих лекций, он сам удивлялся тому, как ему удавалось говорить такие невероятные вещи прямо в лицо людям. Anyway, so the next day, January the 3rd, we were due to travel 3 hours by train from Madras to a place called Nellore in the north. И затем на 3 января мы должны были путешествовать на поезде в течение 3 дней из Мадраса в Нейлор. The devotees had gotten some land donated. Преданные как раз получили в качестве пожертвования там землю. By a couple of ladies, the Katamanchi sisters. Это сделали несколько женщин, сестер. Katamanchi. Katamanchi. Сестер Катаманджи. So they were the remnants of the local royal family. Они представляли собой остатки царской семьи. One had never married, the other one was a widow. Одна из них была замужем, другая была вдовой. So they'd offered 2 plots of land. И они предложили 2 участка земли. And the devotees had drawn up some kind of deed of gift. И преданные, они хотели предложить какой-то подарок. And then Prabhupada was invited to come for 6 days, and 5 or 6 days, and do pandal programs there. И Шрилу Прабхупаду пригласили туда, чтобы он в течение 5 или 6 дней подряд проводил там программы в пандале. Anyway, so our topic is traveling. Но так или иначе, наша тема — это путешествие. So in Madras, Shravanananda and Bhavabhuti were there. Итак, в Мадрасе я занимался своими обязанностями. They got tickets for a first-class cabin. Они приобрели билет в купе 1 класса. And they'd gone in at the station. They put clean white sheets on the seats for Prabhupada. И когда мы приехали на станцию, служащие поместили белые простыни в купе для сидения Шрилы Прабхупады. And we had a full tiffin box of prasadam. И у нас были полные коробочки с прасадом для Шрилы Прабхупады. And there was a little kirtan to escort Prabhupada onto the train. И Шрилу Прабхупаду сопровождала группа киртана, когда он ехал на вокзал. Once we got in the cabin, we closed the door for some privacy. И как только мы оказались уже в вагоне, в купе, мы закрыли двери, чтобы дать Шриле Прабхупаде какое-то спокойствие. So after about an hour, it was time for breakfast. И приблизительно через час настало время завтрака. So Prabhupada ate from the tiffin box. И Шрила Прабхупада поел из этих коробочек. Then when he finished, then he told us, now you eat. И когда он закончил, он сказал: ну теперь вы можете поесть. So again, that was my first trip with Prabhupada on a train. Итак, опять же, это было мое первое путешествие со Шрилой Прабхупадой на поезде. Prabhupada said it was his favorite form of travel. И Шрила Прабхупада сказал, что
это его любимый способ путешествия. Much safer than the road. Это намного безопаснее, чем путешествовать по дороге. A gentle pace. И скорость достаточно мягкая, спокойная. And no problems with, pressurized cabins, airplanes, things like that. И там не было также каких-то беспокойств от соседей, потому что это было отдельное купе. So there we were taking Prabhupada's remnants just in front of him. И мы таким образом принимали остатки пищи Шрилы Прабхупады прямо перед ним It самим. was kind of like a nice intimate setting. И это было такой очень So then when we finished, сокровенный Tamal сентимент. Krishna Maharaj, he got up and went out the door to go and wash his hands. И когда мы закончили, Тамал Кришна Махарадж, он стал выходить в дверь, чтобы помыть руки. So when he went out, he only half opened the door and then quickly shut it behind him. И когда он выходил, то он двери купе приоткрыл лишь наполовину и быстро прошмыгнул и закрыл за собой. Then when he came back, he did the same thing. И когда он вернулся, он проделал тот же трюк. Half opened the door, slipped in, shut it really quickly behind him. Он немного приоткрыл дверь, проскользнул внутрь и немедленно закрыл за собой. So Hare Krishna and I were kind of puzzled. What's he doing? И я с Харикешей посмотрели на него так озадаченно, что это он делает. So he said, there's 3 men hanging around in the corridor. И он объяснил, что там 3 человек, они просто подвисают в коридоре. They're going to try and come inside. И они просто пытаются как-то пробраться внутрь. So don't let them in. Не позволяйте им заходить сюда. They just come and they'll ask some silly questions, ask for some blessings, and then go, and just waste Prabhupada's time. Потому что они зайдут, они начнут задавать какие-то глупые вопросы, они попросят какие-то благословения у Шрилы Прабхупады, и таким образом они просто впустую потратят его время. And Prabhupada agreed that it was a problem. И Шрила Прабхупада согласился, что да, это проблема. People see a saintly person. Потому что люди в Индии, когда они видят какого-то They come and святого ask for человека, some blessings. они приходят просто для того, чтобы попросить каких-то The so-called благословений. saintly person waves his hand. И обычно эти люди, они просто машут им рукой, People do their pranams. а люди в ответ предлагают свои пранамы. And they get their ashirvad or blessing. И таким образом они получают свой ашарват или благословение. So he said such ashirvad maharajas, they're useless. И Шрила Прабхупада сказал, вот эти махараджи, аширвады, то есть, которые дают такие благословения, они бесполезны. There's no serious interest in spiritual inquiry. Потому что у этих людей нет никакого серьезного интереса, чтобы задавать какие-то духовные вопросы. So he went along with not allowing these men to come in. И таким образом все продолжалось. Мы не позволяли этим людям пробраться внутрь. Then me and Harikesh went out to wash. И затем я и Харикеша, мы вышли, чтобы помыть руки. Unfortunately, when we came back and we opened the door, one of them managed to look around inside the cabin. Но, к сожалению, когда мы возвращались назад, один из этих людей все-таки добился того, чтобы заглянуть внутрь купе. And he caught Prabhupada's eye. И он уловил взгляд Шрилы Прабхупады. So that was it. As soon as the eye contact was made and you recognize the person's there, you're obliged, the etiquette is that you have to let them in. И этикет заключался в том, что как только происходит контакт глазами, это означает, что вы уже знаете, что человек присутствует, и поэтому вы обязаны позволить этому человеку войти. So Prabhupada was very gracious. И Шрила Прабхупада, он был очень вежлив. All right, let them in. Он сказал, хорошо, пусть они зайдут. So we very reluctantly let them in. И совсем нехотя мы пригласили их. They very excitedly came inside. И они очень воодушевленные зашли внутрь. Happy that they'd evaded the secretaries of such an important man. Они были очень счастливы, что они
такие проскочили мимо секретарей такого важного человека. So Prabhupada was sitting on one side. Итак, Шрила Прабхупада сидел на одной стороне, They all lined up and sat opposite. и они высадились в рядок на противоположную. And Prabhupada asked them a few cursory questions. И Шрила Прабхупада задал им несколько вопросов вежливости. What is your name? Where are you from? What work do you do? Как вас зовут? Откуда вы? Чем вы занимаетесь? And then he looked straight at them. И затем он посмотрел на них очень прямо. So, what can I do for you? И он спросил: итак, что я могу сделать для вас? So immediately the leader of the group, he said, well, Swamiji, we just want to get your blessings. И немедленно глава этой группы сказал: Свамиджи, мы просто хотим получить ваше благословение. It was a classic. It was exactly what we've been discussing before they came in. И это было Swamiji, I just want your blessings. Это было очень классическим примером. Это было как раз именно то, о чем мы говорили за минуту до этого. Они просто хотят благословений. Prabhupada did something completely unexpected. И Шрила Прабхупада сделал нечто совершенно неожиданное для них. He said, so, what are those blessings? И Шрила Прабхупада сказал: итак, каких же благословений вы хотите? So, they were a little bit taken aback. И их это немного ошарашило. I don't think anybody had ever asked them what kind of blessings. Потому что я уверен, что никто никогда не задавал им такого вопроса: какого именно сорта благословений вы хотите? So immediately this man says, well, Swamiji, I have this bad knee. И поэтому немедленно один из них, он стал говорить: Свамиджи, знаете, вот у меня колено болит. So, Tamal and Hare Krishna and myself, we kind of collectively groaned. И Тамал Кришна Махарадж, Харикеша и я, мы как бы совместно так простонали просто. So he got embarrassed. И этот человек смутился. He said, oh, of course we want blessings for our family as well. И он стал придумывать что-то. Он стал говорить: вы знаете, я хочу также благословений для своих семьи. So we groaned again. И мы снова застонали. And then finally he said, well, and of course we want to do good for the people of the world. И тогда, наконец, он сказал, он нашелся, сказал: ну, знаете, мы хотим сделать что-то хорошее для людей, всех. And he kind of became a bit bemused and fell silent. И они так немного смутились, и наступила тишина. Prabhupada sat there, very, enigmatic. Шрила Прабхупада сидел так неподвижно. He pointed to Tamal and Hare Krishna and myself. И затем он указал на Тамал Кришна, Харикеша и меня. Shaved heads, seekers, tilak, kantimala, japamala. Которые стояли там с выбритыми головами, шиками, кантималами, стилоками, с джапой. Saffron cloth. В шафрановых одеждах. And Prabhupada looked at them and he said, this is my blessing. И Шрила Прабхупада посмотрел так прямо на этих людей и сказал: вот мои He благословения. said, these boys have given up everything to serve Krishna. Эти ребята, они оставили все для того, чтобы служить Кришне. Are you prepared to accept such a blessing? И он сказал: вы готовы принять такое благословение? That was it. И на этом все They закончилось. became completely panic-stricken. Потому что эти люди, они просто пришли в панику. They immediately jumped up. Они немедленно подскочили. Well, Swamiji, actually we have so many of our duties to perform and our families to look after. It's not possible for us to take up this kind of life of a sannyasi. Ой, ну вы знаете, Свамиджи, у нас столько обязанностей, у нас есть семьи, о которых мы должны позаботиться. Мы не готовы еще принять такие благословения сейчас. Thank you very much. Спасибо вам большое. And that was it. They were gone. И на этом все закончилось, они ушли. Prabhupada sat there and laughed. И Шрила Прабхупада остался там и стал смеяться. So that was a memorable trip. Это было такое запоминающееся путешествие. Then after 3 hours we arrived in Nellore. И где-то через 3 часа после этого мы прибыли в Неллор. And we were staying at the same place where the property was that was being given to us. И мы оставались в том месте, которое было частью той собственности, которую нам There пожертвовали. was a short driveway from the entranceway back to where the house was.
И там была, вернее, немного вдали от той собственности. И там был короткий отрезок, который нужно было проделать на машине, чтобы приехать. There were 2 plots of land. Это было, то есть эта земля представляла собой 2 участка земли. One was 2 acres. Один из них, этих участков, был 2 акра. That was vacant. И эта земля была пустой. That was going to be given immediately. И ее были готовы отдать немедленно. Then there was a 7-acre block. И затем был другой участок, который представлял, который площадью был 7 акров. That had a house on it. На этом участке стоял дом. And the sisters were living in it. И в этом доме жили эти сестры. So the plan was that they would be allowed to stay there until they died. И план заключался в том, что им будет позволено оставаться там до того момента, когда они не уйдут из этого мира. Yeah, and then when they died, that 7 acres would also be given to ISKCON. И затем, после их смерти, этот участок в 7 акров будет также, перейдет также в ISKCON. So when we arrived, we stopped at the front gate. И когда мы прибыли, мы остановились у передних ворот. Mahamsa Swami and a few others were there. Там находились Махамса с вами и несколько других. I think Basu Ghosh and a couple of others. Я думаю, это были Васу Гош и еще несколько And других. they escorted Srila Prabhupada from the front gate down the driveway to the house. И они сопровождали Шрилу Прабхупаду прямо по дороге от передних ворот прямо к дому. And the 2 sisters had come out also to the gateway and escorted Prabhupada along the drive. И эти 2 сестры, они также вышли из своего дома, и они сопровождали Шрилу Прабхупаду по пути. So when we came to the house, there was, like the driveway ended in a circle. И когда мы подъехали к дому, эта дорога, она заканчивалась таким кругом. And in the middle of that, there was a pedestal, and on the pedestal there was a small statue of Krishna with a cow. И там была такой пьедестал, и на нем была небольшая статуэтка Кришны с коровой. So I thought, that's nice, they must be devotees. И я подумал, ну здорово, это похоже, что здесь живут преданные. And down the pathways on either side there were tulsi plants growing. И по дорожке, уже ведущей к дому, было по обе стороны росли туласи. So we got settled into the house. Итак, мы расположились в этом доме. But it was kind of strange. Но все было несколько странным там. We were used to, wherever Prabhupada arrived, there'd be some kirtan and people jumping up and down and people would be excited. Потому что мы привыкли к тому, что обычно, когда Шрила Прабхупада приезжал куда-то, его встречали с киртаном, люди танцевали, прыгали. So these 2 ladies were very reserved, hardly smiled, just kind of very formal and polite. Но эти 2 женщины, они были очень такими сдержанными, холодно вежливыми. So it was a little odd, but we thought maybe it's, they've just not had much contact with devotees before, so gradually they'll warm up. They're giving the land, so like that. Но мы подумали, ну ничего, они просто, наверное, не так много общались с преданными, и пройдет время, они немножко растают, и все будет хорошо. So by the time we got settled in, it was time for Prabhupada's massage. И когда мы расположились, как раз пришло время массажа Шрилы Прабхупады. There was a veranda outside the room where we were staying. Снаружи комнаты, где мы остановились, была веранда. So I started massaging Prabhupada. И я начал делать массаж Шриле Прабхупаде. Then we heard this noise. И затем мы вдруг услышали какой-то шум. Prabhupada listened. What's that? Шрила Прабхупада услышал это, и он сказал, что это? So I said, well, I looked across. There was a
chicken shed. I said, it's chickens, Srila Prabhupada. И я просто выглянул наружу, я увидел, что там были клетки для куриц. Я сказал: Прабхупада, это курицы. So Prabhupada said, oh, he said that means. И Шрила Прабхупада сказал: о, это означает. So I was trying to be optimistic. Ну, я, конечно, пытался быть оптимистом. I said, well, at least it means they eat eggs. Я сказал: ну, по меньшей мере, это означает, что они едят яйца. So then he said, call Harikesh. И Шрила Прабхупада сказал: позови Харикеша. So Harikesh, by that time, he'd been into the kitchen. Харикеша к тому времени уже был на кухне. And he realized these people are meat eaters. И он уже понял, что эти люди мясоеды. So when he came, he was very disturbed. И поэтому, когда он зашел, то он выглядел очень обеспокоенным. He said, Prabhupada, these people are crazy. И он сказал: Прабхупада, эти люди, они сумасшедшие. So Prabhupada got a little annoyed with him. И Шрила Прабхупада так обеспокоился. Yeah, for being so sharp. Он был, он выразил раздражение, потому что он был слишком резок. He said, they're crazy or you're crazy. И он сказал: они сумасшедшие или ты? Harikesh said, well, I might be crazy. И Харикеша сказал: ну, наверное, я. But these people are meat eaters. Но эти люди мясоеды. It's almost like they don't want us here. Потому что они нас практически не замечают здесь. So Prabhupada said, all right. He said, anyway, just don't cook in their kitchen and don't use any of their utensils. Шрила Прабхупада сказал: ну ничего, хорошо, просто не готовь на их кухне и не пользуйся их посудой. So anyway, we had 6 days of pandals. Так или иначе, у нас были программы в пандале в течение Very 6 дней. successful. Они были очень успешными. 6,000 or 7,000 people every night. Каждый вечер приходило от 6 до 7 тысяч человек. Many people were becoming life members on the promise there was going to be an ISKCON temple in Nellore. И многие люди, они становились пожизненными членами, и они как бы обещали помогать при постройке храма. But Prabhupada, of course, was no fool. Но Прабхупада, конечно, не был глупым. He called in Mahamsa and Gopal Krishna and he asked them, show me the deed of gift. И он попросил Гопал Кришну, чтобы тот показал ему записанную на бумаге договор о передаче But they didn't have it with them, it was in Bombay. земли, но его не было там. В это время он был в Бомбее. So we had to send for that. Поэтому мы должны были послать за этим. In the meantime, Prabhupada, went ahead with all the programs as if everything was completely normal. В то время ежедневная программа Шрилы Прабхупады продолжалась как обычно. Then on the last day, we finally got the deed of gift. И затем в последний день мы наконец-то получили эту бумагу с договором. There was some fine print. И на этой бумаге была приписка мелким шрифтом. It all looked in order. Legally, it looked as if it was in order. Все выглядело как положено. But in the fine print, there were some conditions. Но мелким шрифтом были написаны некоторые условия. And it said that we had to build a temple, a comparative study, religious studies library, and a meditation hall. И в этих примечаниях указывалось, что мы должны построить храм, мы должны построить колледж сравнительного изучения религии и зал для медитации. And once construction began, it had to be completed within 3 years. И там также говорилось о том, что как только строительство начнется, оно должно быть завершено в течение 3 лет. And if we fail to meet those conditions, и если мы не сможем соблюсти условия, the sisters had the right to give the property to some other organization. То сестры имеют право
передать эту землю какой-то другой организации. such as То есть это было... such as the Ramakrishna Mission of Calcutta. И они были членами миссии Рама Кришны. So Prabhupada immediately said, just see, said this is the whole thing is a trick. И Шрила Прабхупада немедленно сказал, видите, все это просто трюк. We're the only ones that can afford to build big new temples. Они просто хотят, чтобы мы построили большой храм. These women have been beguiled by the so-called sannyasis from the Ramakrishna Mission. И эти сестры, их просто как бы наняли или подослали так называемые саньяси из миссии Рама Кришны. They'll get us to build most of it. Они просто хотели, чтобы мы что-то построили. Then by some trick they'll delay everything until the 3 years are up, and then they'll give the whole thing to Ramakrishna Mission. И затем, когда мы уже построим что-то, они устроят какие-то препятствия, чтобы мы не смогли вписаться в 3-летний срок, и после этого все это будет передано миссии Рама Кришны. Then we recalled just things that we'd seen during the week we were there. И затем мы стали вспоминать различные вещи, которые мы замечали в течение нашего пребывания там за эту неделю. Yeah, we had seen that statue of Krishna with the cow, which I thought, was nice, devotional. И я вспомнил эту статуэтку Кришны с коровой, о которой я подумал, что это очень здорово, это признак преданности. Prabhupada had not commented. Но Шрила Прабхупада не прокомментировал ничего. But now on the last day, he gave his observation. Но сейчас, в этот последний день, он высказал свое мнение. Yeah, he said the Ramakrishna Mission, they're also meat eaters. Он сказал, что эта миссия Рама Кришны, они также мясоеды. Yeah, one of his nicknames for them was the Morgi Mission, chicken mission. И одно из прозвищ этой миссии это Моги Мишин, то есть миссия куриц. And he said they're keeping the statue of Krishna outside in the open. It is aparad. И он сказал, что держать статую Кришны на открытом пространстве это не внутри здания, это определенный вид оскорбления. And one day I had taken a tour of the property. И однажды, когда мы обходили этот участок, and I noticed that the tulsi plants were actually planted in a certain order. И я заметил, что деревья туласи, они были высажены в определенном порядке. Yeah, there's green tulsis and blue tulsis. И там были такие зеленые туласи и туласи такого с голубым оттенком. Ram tulsi, Krishna tulsi. Которые обычно называют Рам туласи и Кришна туласи. So they were planted in, alternate order. Ram, Krishna, Ram, Krishna, Ram, Krishna. И они были высажены в таком порядке. Рам, Кришна, Рам, Кришна. And I walked around the corner. There was a pedestal with a tulsi bush in a pot. И затем там в одном углу стояло дерево туласи, которое росло в горшке. And somebody had clipped it like these ornamental hedges so that it looked like the figure of a bird, a chicken. И кто-то подстриг это деревце туласи, что оно выглядело как птица, как курица. Anyway, so that was it. When we left, Prabhupada told Mahamsa, now you tell them to remove all the conditions. И когда мы уехали, Шрила Прабхупада сказал Махамсе с вами, что нужно остановить, то есть либо они должны убрать все эти условия. And even though Prabhupada had actually done the foundation stone ceremony and put the Anantashesha in the hole in the ground, he said if they don't remove the conditions, you take the foundation stone and the Anantashesha and bring them to Madras instead. И даже несмотря на то, что к тому времени Шрила Прабхупада уже провел церемонию основания закладки первого камня для храма, и там уже было божество Ананташеши, тем не менее он сказал, что если они не аннулируют вот эти условия мелким шрифтом, то тогда
нужно просто даже выкопать Ананташешу, этот первый камень, и просто переправить это в Мадрас. He didn't confront the sisters directly. Он не стал вступать в противоречие непосредственно напрямую с этими сестрами. He just met with them for half an hour before we left. Он лишь встретился с ними на полчаса перед тем, как мы уехали. And just preached to them nicely from Bhagavad Gita. И он просто очень хорошо проповедовал им на основе Бхагавад-гиты. That charity in the mode of goodness is given without any thought of reward or return. Он говорил о том, что благотворительность в гуне благости предполагает, что человек не ожидает взамен никакой награды. Anyway, that was it. 2 months later, Prabhupada told Mahamsa, because the women refused to remove the conditions, Prabhupada told him, dig up the foundation stone and take it to Madras. Но так или иначе, 2 месяца спустя, поскольку сестры не согласились устранить вот эти условия, Шрила Прабхупада сказал Хамсадуте, чтобы он выкопал этот камень и Ананташешу. So that was the end of one of those Indian sagas. И это был конец одной из этих индийских историй. Okay, we've run out of time.